Дорогие друзья, приглашаю вас связать потрясающий узор с бисера. Вяжется очень просто. Раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. Великолепно смотрится. Причем вы можете вязать этот узор как снизу вверх, так и сверху вниз. Ну, то есть полотне, да, располагая полотно. Вот смотрите, я вам покажу. То есть он и так очень красиво и интересно смотрится. Запоминается легко, вяжется очень просто. Потрясающе просто смотрится, видите. И вы можете, допустим, сделать часть полотна, то есть буквально сделать 2 ряда с бисером, а дальнейшую часть полотна сделать без бисера. Сам узор смотрится очень красиво и интересно. В узоре я прикладываю схемку, которая выполнена моей студией. И если вы умеете читать схемы, то есть вы сможете по этой схемке связать узорчик, подглядывая просто какие-то моменты провязывания в мастер-классе. И еще раз покажу, переверну. То есть и так узор смотрится просто потрясающе. Присоединяйтесь. Обязательно пишите в комментариях, где вы использовали этот узор. Приступим к работе. Для работы я использую крючок 1,4 или 2. Вы просто будете выбирать по своей плотности. Я для именно этой пряжи использую или тот крючок. Ну и между ними, то есть, да, размерность 1,5, можно 1,8 использовать. Далее я использую пряжу 169 метров в 50 граммах, стопроцентный хлопок, мерсеризированный. Обязательно перед началом работы я бисер нанизываю на рабочую нить. Вот это в голубом, да, варианте, это в розовом. Бисер у меня крупный, прозрачный, неровный, прокрашен изнутри серебром. Вы можете, конечно же, использовать свой бисер. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего узора с 19 воздушных петель. Обращаю ваше внимание, что раппорт ширину у меня 4 петли. И я добавляю 3 петелечки еще, 2 петли для формирования полотна и 1 петлю для симметрии узора. И приступим. 19, цепочка из 19 воздушных петель. Напоминаю, раппорт ширину 4 петли. Я наберу небольшое количество. Вы продолжите самостоятельно, пока в цепочке не будет 19 воздушных петель. Ваше количество может отличаться. Я выполнила цепочку из 19 воздушных петель. И обращаю ваше внимание, мы приступаем к выполнению первого ряда. Первый ряд у нас подготовительный. Он не входит у нас в раппорт высоту. А раппорт высоту у нас 2 ряда, мы с вами их обязательно провяжем. Начинаем выполнение подготовительного ряда с 3 воздушных петель подъема, накид на крючок. И очень внимательно я ввожу крючок, смотрите, 1, 2, 3, 4 в 5-ю петлю от крючка. Выполняю столбик с накидом. Далее у меня арочка из 2 воздушных и столбик с накидом в эту же петлю. То есть у меня 2 столбика с общим основанием. Выполнили. Далее накид на крючок. Я пропускаю 1, 2, 3 петли и в 4-ю петлю ввожу крючок и выполняю столбик с накидом, 2 воздушные, столбик с накидом, накид, 1, 2, 3, в 4-ю ввожу крючок, столбик с накидом, 1, 2, столбик с накидом. Вот такой подготовительный ряд у нас с вами получается. Так вы выполняете до конца вашего ряда. И завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение нашего подготовительного ряда. И выполняю накид на крючок, у меня осталась 1 воздушная петля, в которую я ввожу крючок и выполняю столбик с накидом.
Мой подготовительный ряд завершен, и я могу приступить к выполнению первого ряда раппорта в высоту. Что я делаю? Я выполняю одну воздушную петлю подъема, работу разворачиваю вот таким образом и вяжу арочку из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Выполнили. Далее я буду вязать столбики с накидом с общей вершинкой, завершенные в 2 приема. То есть наш пучок будет завершен 2 приема. Посмотрим, как это выполняется. Я выполняю накид вместе с бисеринкой вот таким образом. Под арочку ввожу крючок и выполняю столбик с накидом. Первый столбик с накидом не завершенный. Далее вторая бисеринка, и опять же под арочку ввожу крючок, выполняю столбик с накидом незавершенный. Второй, всего у меня должно быть их 4. Третий столбик и еще один четвертый. Выполнили. Все столбики, напоминаю, незавершенные. Видите, да? Уберу пока бисеринки. И смотрите, вот наши вершинки все. Я захватываю нить рабочую и протягиваю только через вершинки. И далее 2 петли на крючке провязываю вместе. То есть наш пучок, так это называют, когда все 4 столбика с общей вершинкой, завершен в 2 приема. Вот такой он объемненький, получается красивый и великолепно смотрится наш бисер. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных. 1, 2, 3. И смотрите, ввожу крючок между столбиками, именно между. И выполняю столбик без накида. И вот такой прием у меня получился. Он завершен. И вот смотрите, над каждой арочкой буду выполнять одно и то же. То есть у меня 1, 2, 3 воздушные. Далее я подтягиваю бисер. И начинаю выполнять столбики незавершенные, столбик с накидом. Выполняю первый столбик с накидом незавершенный. Всего их должно быть 4. То есть, как мы и ранее выполняли. Далее второй столбик незавершенный. Третий столбик незавершенный. И четвертый. Под эту же арочку. Выполнили. Лишний бисер пока уберем. Видите, да? Вот все наши вершинки от столбиков. И теперь я захватываю и провязываю только вершинки. У меня остается на крючке 2 петли, которые я провязываю. Вновь арочка из 3 воздушных. И между столбиков ввожу крючок, столбик без накида. Так я буду выполнять до конца ряда. Видите, да, вот такие они объемненькие и красивые получаются. Я выполняю, точнее завершаю выполнение первого ряда раппорта в высоту. Видите, с бисером красота вот такая получается. Завершаю я его вместе с вами. После того, как выполнила 3 воздушные, я ввожу крючок. Вот видите, после вершинки у меня воздушная петля подъема идет. Я ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Первый ряд раппорта в высоту у меня завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. И напоминаю, что раппорт в высоту всего лишь 2 ряда. В уроке я прикладываю схему. Вы можете подсматривать. Для тех, кто умеет читать, это очень удобно. Схемка выполнена в моей студии. Начинаю выполнение я ряда с 4 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4. Работу разворачиваю. Далее выполняю накид на крючок и ввожу крючок в вершинку. Вот видите, моего пучка, выполненного в предыдущем ряду. Выполняю столбик с накидом. Здесь все просто. 2 воздушные и столбик с накидом.
Выполнили. Далее я выполняю накид на крючок, в вершинку выполняю столбик с накидом, две воздушные, столбик с накидом, опять же накид, в вершинку выполняю столбик с накидом. Не спешите, здесь все очень просто. И еще один столбик с накидом. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда раппорта в высоту, или это третий ряд моего узора. Напоминаю, что у меня в узоре всего лишь 2 раппорта в высоту, то есть вот это первый мы выполнили, и это второй. Я завершаю выполнение второго ряда, 2 накида на крючок, очень внимательно ввожу крючок, вот видите, в первую воздушную петлю подъема, и выполняю столбик с 2 накидами, вот таким образом. Мой ряд завершен, я нахожусь на изнаночной стороне, и теперь я работу переверну. Перед этим я выполню 1 воздушную петлю подъема и работу разверну. Следующий ряд у меня будет, ну, то есть вот точно такой же, как мы выполняли с вами с бусинками. После того, как я выполнила воздушную петлю, далее я выполняю арочку из 3 воздушных. И для этого ряда мне понадобятся бусины. Бусины или бисер. В моем случае это бисериночки. Я их подтяну. Далее, что я делаю? Я выполняю накид на крючок. То есть все, как мы с вами выполняли в этом ряду. Я просто повторяю выполнение вместе с вами. Подтягиваю бисеринку, конечно же. Накид на крючок вместе с бисеринкой под арочку и выполняю столбик с накидом незавершенный. Таких столбиков я выполняю 4. Первый готов, далее я выполняю второй, далее третий столбик с накидом незавершенный и 4. Выполнили. Далее очень внимательно я провязываю все вершинки. У меня на крючке 2 петли остается, и только потом я провязываю 2 петли. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3, 1, 2, 3, ввожу крючок между столбиками и выполняю столбик без накида. Выполнили. Вот такая красота у нас с вами получается. И давайте еще раз повторим выполнение. Я выполняю первый ряд раппорта в высоту. Напоминаю, раппорт в высоту 2 ряда, первый и второй ряд. Вы будете вязать самостоятельно на необходимую вам длину. Наше полотно 3 воздушные. Подтягиваю 4 бисеринки. И выполняю первый столбик незавершенный. Далее второй. Все провязываем с бисером. Третий и 4. Далее мы провязываем с вами все вершинки и только потом 2 петли, то есть завершаем в 2 приема. Далее 1, 2, 3 воздушные, и между столбиками ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Вот такая красота у нас с вами получается. Вы выполняете, конечно же, свое количество вот таких пучков.
и выполняете уже полотно на необходимую вам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простой и в то же время потрясающий узор. Вот я, видите, положила на ручку, то есть он можно сделать в качестве манжета, можно выполнить браслетик именно таким узором, хорошо виден объем, очень красиво смотрится, очень интересно. Количество раппортов в высоту вы можете выполнить абсолютно разное. И еще раз подчеркиваю, что есть схема в уроке, ну, в моем мастер-классе, выполненной в моей студии. И вы полотно можете выполнить частично с бисером, а частично просто именно этим узором. Смотреться будет просто потрясающе. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что получилось. И до новых встреч!